Грузчики не больше. Склад номер бит 1329Z на планете Дзета-4 выглядел как обычный военный склад. Серые стены, ржавые ворота и гравитационные погрузчики, которые работали через раз. Но было в нем кое-что необычное – его сотрудники. Главный грузчик Петя страдал редчайшей формой аллергии на форменную одежду. При виде любого военного мундира у него начинался зуд и появлялись розовые пятна в форме пятиконечных звезд. По крайней мере, так было написано в его медицинской карте, заверенной у знакомого врача за ящик контрабандного марсианского виски. Его напарник Вася мучился от хронического страха высоты, особенно той высоты, на которой летают военные корабли. А еще у него была справка о том, что он падает в обморок при звуках строевой песни. Эту справку ему выдали после того, как он целый месяц возил медсестру военкомата на работу на своем стареньком гравицикле. Третий сотрудник склада, Гена, официально страдал от редкого синдрома спонтанного исчезновения во время построений. Стоит ему встать в строй, и он тут же растворяется в пространстве. Правда, потом его обычно находили в ближайшем баре, но это уже детали. Все трое попали на склад по программе «Альтернативная служба для особо одаренных». Одаренных, конечно, различными болезнями и синдромами, которые делали их совершенно непригодными для славной военной службы. Работа была не пыльная. Разгружать ящики с секретным военным оборудованием, которое подозрительно звенело как бутылки, расставлять контейнеры с особо важными документами, пахнущими как дорогие духи, и иногда принимать специальные грузы, которые почему-то всегда доставляли ночью и в непроницаемой упаковке. В тот вечер все началось как обычно. Прилетел черный военный транспортник без опознавательных знаков. Из него вышли два генерала с такими блестящими от наград мундирами, что у Пети мгновенно начался приступ аллергии, и он спрятался за ящиками. «Разгрузить немедленно. И никому ни слова», — скомандовал генерал с особенно пышными усами. Гена тут же почувствовал приближение своего синдрома исчезновения, но другой генерал придержал его за комбинезон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрые слова для продвижения канала и просто так, и да пребудет с вами удача. Поделитесь ссылкой на видео с друзьями, встретят инопланетян, будут знать, как быть поумнее. Киньте автору монетку, номер карты под видео и в информации о канале, и да продлятся ваши удачные дни. Когда военные улетели, троица приступила к разгрузке. Первый контейнер показался им подозрительно легким. Второй – странно теплым. А из третьего доносились приглушенные звуки, похожие на ругательство на древнеримском. Конечно, древнеримский знал только личный компьютер, у которого попросили объяснений, не везут ли тайно мимо них богатого пленного противника генерала. «Может, глянем?» – предложил Вася, на минуту забыв о своей боязни высоты. Петя почесал аллергическую сыпь и кивнул. Гена уже держал в руках лазерную отвертку. Внутри первого контейнера они обнаружили коллекцию античных статуй с планеты Новый Рим. Во втором нашлись ящики с редким веганским вином. А в третьем сидела очень рассерженная девушка в тоге, которая оказалась принцессой с Нового Рима. Судя по ее выражению лица и тому, как виртуозно она ругалась на латыни, она совсем не планировала путешествие в грузовом контейнере. «Вот это поворот!» – протянул Петя, разглядывая голографические документы, выпавшие из кармана принцессы. По ним она военнослужащей не была никогда. Похоже, наши генералы промышляют не только контрабандой антиквариата. «И что будем делать?» – спросил Вася, нервно оглядываясь на двери склада. «У меня есть идея», – медленно произнес Гена, и на его лице появилась хитрая улыбка. «Кажется, пришло время избавиться от наших болезней раз и навсегда». Петя перестал чесаться и внимательно посмотрел на принцессу, которая уже перешла с латыни на универсальный галактический и теперь подробно описывала, что она сделает с генералами, когда выберется. «Знаете», – задумчиво произнес он, – «а ведь у нас тут собралась целая коллекция компромата. И если правильно ее использовать...» Склад затих в ожидании. Троица собралась в подсобке, где обычно прятались от внезапных проверок, и начала вырабатывать план.
Принцесса, которая представилась как Юлия Августа Максима Прима, но разрешила называть себя просто Юля, сидела рядом на перевернутом ящике и вносила отдельные предложения. Значит так, Гена достал потрепанный планшет и начал составлять список. У нас есть одна похищенная принцесса, которая по документам числится как партия скоропортящихся фруктов, коллекция древних статуй под видом запчастей для боевых роботов и ящики с вином, заявленные как техническая жидкость для промывки двигателей. Плюс, добавил Петя, просматривая базу данных склада, за последние полгода через нас прошло 3 контейнера с учебными пособиями. Судя по запаху, это были духи с Венеры, 5 ящиков секретных документов, явно ювелирные украшения, и 1 большой контейнер с экспериментальным оружием, из которого доносилось мяуканье. «Мяуканье?» – переспросила Юля. «Ага. Оказалось, там были редкие треххвостые кошки с Сириуса. Их, кстати, забрал тот самый генерал с усами, говорит, жена давно мечтала». Вася в это время нервно расхаживал по подсобке, периодически поглядывая на потолок, вдруг там появится военный корабль. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрые слова для продвижения канала и просто так, и да пребудет с вами настоящее человеческое счастье. Поделитесь ссылкой на видео с друзьями, встретят инопланетян, будут знать, что делать. Подкиньте автору монетку, номер карты под видео и в информации о канале, и да продлятся ваши удачные дни. А может, не надо их шантажировать? Предложил он. Просто отпустим принцессу, сделаем вид, что ничего не видели. И останемся с нашими болезнями до пенсии. Возмутился Петя, почесывая несуществующую сыпь. Нет уж, надоело прятаться каждый раз, когда мимо проходит патруль. К тому же, добавила Юля, эти ваши генералы регулярно устраивают налеты на музеи Нового Рима. Папа, то есть император уже всю службу безопасности на уши поставил, а они все никак не могут поймать воров. Гена задумчиво постучал пальцем по планшету. А что, если мы не просто потребуем освобождения от службы, а заодно и должность повыше? Например, в отделе по борьбе с контрабандой. Это как? Заинтересовался Петя. Очень просто. Мы же знаем все их схемы, все тайники. Можем стать, скажем, специальными консультантами, с хорошей зарплатой и полным иммунитетом от призыва. И документами, вставила Юля. Я попрошу отца выдать вам дипломатические паспорта Нового Рима. С ними даже военная полиция не имеет права вас трогать. В этот момент снаружи послышался шум двигателей. Вася подпрыгнул и схватился за сердце. Спокойно скомандовал Гена, заглядывая в монитор системы наблюдения. Это всего лишь патрульный катер. Обычный облет территории. Так что, составляем письмо генералам? Деловито спросил Петя, доставая новый планшет, на этот раз не потрепанный, а вполне официального вида. Составляем, и пусть только попробуют отказаться, усмехнулась Юля. Я им такой скандал в галактической прессе устрою, никакие связи не помогут. Следующий час они провели, формулируя требования. Список получился внушительный: полное освобождение от военной службы, должности специальных консультантов с окладом втрое выше нынешнего, служебные гравимобили и, конечно же, письменные извинения перед принцессой. А теперь самое сложное, сказал Гена, когда письмо было готово. Надо добавить что-то такое, чтобы они поняли, мы не шутим, но при этом не разозлились настолько, чтобы просто нас ликвидировать. А это просто, улыбнулась Юлия и продиктовала пару абзацев на безупречной латыни. Это древнеримское проклятие. Оно не настоящее, конечно, но генералы-то об этом не знают. А на Новом Риме все верит в силу древних проклятий. Петя восхищенно присвистнул. А вы, принцессы, оказывается, те еще штучки. 20 веков династической селекции. Пожала плечами Юля. У нас либо учишься управлять людьми, либо быстро оказываешься в каком-нибудь дальнем монастыре. Письмо было готово, оставалось только нажать кнопку «Отправить» и ждать ответа. Гена занес палец над планшетом и в этот момент система безопасности склада издала противный писк. На экране мониторов появилось сообщение о приближении 3 военных транспортников. Они возвращаются, пискнул Вася, начиная медленно сползать по стенке. Так, без паники, скомандовал Гена. Петя, быстро прячь принцессу в тайник под полом, где мы обычно держим заначку с печеньем. Вася, очнись. Иди проверь, все ли документы на месте. Я отправляю письмо. Палец решительно опустился на кнопку. Планшет тихо пискнул, подтверждая отправку. Теперь пути назад не было.
Транспортники приземлились почти синхронно, подняв тучу пыли. Из них вывалилась целая делегация, те же 2 генерала, несколько полковников помельче и отряд космодесантников с бластерами наперевес. «Где?» — прогремел усатый генерал, врываясь в склад. «Где моя посылка?» «Которая именно?» — невинно поинтересовался Гена, делая вид, что протирает полки. «У нас тут много посылок. Вот, например, партия технической жидкости. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». Генерал побагровел так, что его усы встали торчком. «Где контейнер с фрук? С особо важным грузом?» В этот момент у всех присутствующих одновременно запищали коммуникаторы. Письмо было доставлено. Второй генерал, который был поспокойнее, достал свой планшет и начал читать. По мере чтения его брови поднимались все выше и выше, пока не скрылись под фуражкой. Коллега, пробормотал он, протягивая планшет усатому. «Вам стоит на это взглянуть». Усатый впился глазами в текст. Его лицо начало менять цвета, как сломанный светофор, красный, белый, снова красный, потом какой-то нездоровый фиолетовый. «Это что за? Что за?» Он задыхался от возмущения. «Предложение о взаимовыгодном сотрудничестве», — невозмутимо ответил Гена. «И я бы на вашем месте дочитал до конца. Особенно часть про древние проклятия. Говорят, последний раз, когда его применили, у жертвы все медали превратились в ржавчину, а усы выпали». Генерал машинально схватился за усы. Второй генерал тем временем дочитал письмо до конца и теперь о чем-то шептался с полковниками. «А ведь они правы», — наконец сказал он. «Эти трое знают слишком много. И если информация просочится, но мы не можем», — начал было усатый. «Можем», — отрезал его коллега. «И должны. Тем более, их условия вполне разумны. Подумайте сами, небольшая цена за наше спокойствие». В этот момент из-под пола донеслось приглушенное чихание. Все замерли. Петя закашлялся, изображая приступ аллергии и пытаясь заглушить звук. «Что это было?» — подозрительно спросил усатый. «Крысы», — быстро ответил Вася. «У нас тут много крыс. Особенно в последнее время. Говорят, они мутировали и научились чихать». «Чихающие крысы». Генерал недоверчиво поднял бровь. «А вы думаете, почему мы так хотим перевестись в отдел по борьбе с контрабандой?» — подхватил Гена. «Тут такие условия труда». Генералы переглянулись. Было видно, что усатый все еще сомневается, но его коллега уже принял решение. «Хорошо», — сказал он. «Мы согласны на ваши условия. Завтра получите все необходимые документы. Но...» — он поднял палец. «Никто не должен знать о том, что здесь произошло». «Ясно, как в могиле», — заверил его Гена. «Мы же профессионалы». Когда военные наконец улетели, троица грузчиков помогла принцессе выбраться из тайника. «А вы молодцы», — похвалила Юля, отряхивая тогу от печенья. «Из вас получатся отличные борцы с контрабандой. Особенно если учесть, что вы знаете все схемы изнутри». «Да уж», — усмехнулся Петя. «Кто бы мог подумать, что наши липовые справки приведут к настоящей карьере». «Главное теперь не облажаться», — вздохнул Вася. «А то знаете, какие слухи ходят про провинившихся сотрудников? Говорят, их отправляют служить на метеостанцию на Плутоне». А Петя сразу же задумался о том, к какому врачу обратиться, чтобы у него были те самые болезни, с которыми не берут на Плутон. И выдержит ли его организм новые вмешательства, если первый врач окажется мошенником. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрые слова для продвижения канала и просто так, и да пребудет с вами настоящая межгалактическая удача. Поделитесь ссылкой на видео с друзьями, встретят инопланетян, будут знать, как быть поосторожнее. Киньте автору монетку, номер карты под видео и в информации о канале, и да продлятся ваши удачные дни.